В общем, мы приехали. Да, и пошли на ламинат. Не, мы уже купили. Кстати, там много было под дерево. Именно, да, вот. И так сильно был похож с нашей плиткой. Кстати, тоже 32 класс с фаской, 8-миллиметровый. И по цене вообще даже дешевле вышел. Не, нормально, да? Там тоже фактурный был. Смотри, какой свет. Ну кто говорит, что серый не в моде? Ну посмотри на эту красоту, да? 1850. Ну это размер 31 класс коллекции дизайн. А, это винил идет. Винил. Ну понятно. Винил не очень вообще на теплые полы. Ну, тоже прикольно. Точно не нагревается. Пойдем обои посмотрим, да? Отдыхать здесь. А сколько стоят они? Погода? Не знаю. Ну это смотри. А, вот она цена. 12 300. Это получается 2 на 3 12 300. Домикс. Только ковры подорожали, да? Я не знаю, может мы их так часто не покупали? Мы вообще их не Ну, в общем, покупали. смотри, такой 12 тысяч. На гостиную будет 1015 наверное, стоит, да? Да, но я же не очень хочу много, я большой. не знаю, очень много. Ну, такие уже мне не нравятся. Это уже не Да как-то- не. Уже, ну как, такой, Тёмыч там в машине сидит. Лерка пока спит, он там наблюдает, и что он на связи. Вот это вообще громадно, да? Да, но я не Это хочу как называют такое. их? Как их называют, скажи? Нет, это, Палас? это, смотри, кожаные вставки, они вообще очень дорогие. Ну, вязка. Как-то, типа даже ручная, да? 10 900. Нет, скажи. Не дешево. То это нормальные цены, да. Круглые. Слушай, прям на нашу гостиную все. Не, ну я не хочу такой большой. Не, не Где в говорю, зоне кухни я не буду этот. Потому что. Нет, тут такие были. Ну опять ворса, а 12 600. А это же больше ворса. Да? Мгм. Вот пошли. А вот мелкие пушистики пошли. 5650 получается 1 метр, метр на 3. Ух ты, красотка. Вот это, да, чёмский? 14 900. И он небольшой, да? Правда, белый это вообще, конечно. Но он мягкий, вообще нереально. Ну, белый. Надо не белый, надо либо светло-серый. Ой, помнишь, что очень был светло-серый? Да нет, серый нам не подходит. Нет, ну или молочный, да? Да, ну какой-нибудь, знаешь. Я просто зачем? Беж. Белый, мне кажется, это вообще дети убьют его, нет? Или так не кажется? Сколько он так делает, да? Смотри, да? Я понимаю, что он не подходит, но это очень красиво. 1,5 на 2,3. 14 350. Ну это на любителя в любом случае, правда? Почему? Да. Ты говоришь некрасиво, посмотри. Нет, я не говорю некрасиво, нам серый не подходит. Я кайфую, слушай, от ковров этих. Тёмка там это нормально справится? Надо сейчас позвонить. Линолеум, да? Угу. Интересно, да, как это вязка? А вот маленькие уже пошли. Такие симпатичные. Сейчас цены посмотрю. 3800. Ну, уже цена другая. Ну, это маленький на гостинице. Вот где-то вот такой, да? Правильно? Ну, это, от них еще этот летит ткань и в нос прям это. Да, где-то такое и надо. 360. Я не скажу, что дорого, да? Оно вот это 7000. Поэтому- А по цвету я не знаю. Видишь, как много положил. А если захочешь посмотреть, не достанешь, да?
Самые пушистые вниз убрали. Смотри, что это? Пылюка, да, летит? Угу. Да, прям мелкий. Вообще нереально. Вообще нереально прям. Вообще. Прям хочется, не знаю, лечь, если ты уснуть. Так, сейчас нам будет ходить. Подушки. Подушки. Кстати, вот такие часто у многих даже блогеров есть, да? Да. Такого плана. На Алиэкспресс полно таких. 160 рублей. Декоративная подушка. Вот такая. Вот столько много, смотри, рассветов. Да? Здесь вообще вот со звездами. Да, ты сейчас магазин рекламируешь или что? Мне, кстати, мне он понравился. Не знаю, почему раньше сюда не заехали. Кстати, магазин Домикс, да, по-моему? Не знаю, надо Ну, выйти выйдем, посмотреть. покажем, если это кому интересно. Это перед рынком въезда Лира. Или второе кольцо, по-моему, нет? О, смотри, какая прикольная, да? Угу. Вспомнил скандинавский стиль. А? Пойдем. На обои пойдем? Да. Тёмка, мы там с Тёмкой на связи? Займ, смотри, матовый какой, да? О, ну он темный, ну кожа. Не, ну я А имею вот в виду. смотри, какой красивый. Да? Угу. И белый очень красивый. Вот это вообще прям красивый цвет. Это под покраску или нет, я не понимаю. Нет. А вот они, вот. Нет, это не под покраску. Вот светло-серый. А, вот он. Сейчас. Цена 1400. 1400. Ну, честно, вообще необычно. Плохо, что они матовые. Ну, не знаю я. Пока я не понял. Ну, прикольно. Прикольно, я скажу. Интересно смотрится. Так. Бэрисман. Это получается они там 10-метровые, правильно? 4,12. Это остатки, да? Ой, там ляпис. Вот, видишь, мат. Где? Мне интересные цвета вообще, честно слово. Как, куда мы их применим и как это будет выглядеть? Не, ну мы галочку ставим. Вообще надо было сначала начать. Посмотри там. Интересно, да? Виктория. 2000. Это... Что? Это обои. Нет, я имею в виду, это на... Ну они не трех сейчас, 10-метровые, скорее всего. Ну, метр ширина и это. Красиво смотрится, да? Это все запечатаны. Они есть распечатаны сейчас. Дядя Федор вам все покажет. Все покажет. Видишь, по-разному они смотрятся, да? Вот так темно. Вот так светло, когда свет попадает. Да? Смотри сейчас. Нет, по-моему. О май гад, смотри, что за обои. Я влюблен. Красиво, да? Скажи красиво. Вот они. 1000. Просто нам больше вот в таких цветах подходит. В теплых? Ну да, потому что... Это не легкий выбор. Вот уже светлее пошло, смотри. Очень красиво. 1400. Нежные такие, да? Нежные здесь. Вот здесь в рулоне совсем по-другому, да? Красиво, да, цвет? Хотя на камеру, наверное, он просто белый, да? Да, на Но камеру не фактура видно. вообще просто нереальная. Это если, ну, если совсем малыши, да?
Ну, тут видишь с рисунками детскими. Это обычно знаю. Детский сад хороший, да? Давай им скажем, чтобы они купили. Пусть Верка наша. Ой, слушай, если такое кинуть, это будет как в этих президентских хоромах, да? Не, серьезно. Трамп просьбе самостоятельно рулоны разворачивать. Ну реально, посмотри, такие же, да, стили? Нижний, вообще. Красная дорожка. Да. Квадратный метр 1160, поэтому не такой он уж и дешевый. Слушай, тебе не кажется, что мы приехали за другим, а смотрим другое? Это обычно на балкон стелят. Огонь, да? Вот это вообще, блин, как натурально. Так сказать, стоит 1000 рублей квадратный метр. В принципе, если много не надо, да, на балкончик, вообще вот это клево. Вот это не очень, а вот это прям вообще, вот трава настоящая. Так, что делать? Не знаю. А куда его такой? Вообще жесткий прям. Не, ну ковролин такой, в принципе, идет. В общем, ну, средняк 1000 рублей квадрат они вот все стоят. Так, я не знаю. По обоим под покраску, в общем, в принципе, нашли, ну как нашли, приметили одни, 5000 стоит рулон. Рулон 25 метров. Да. Сейчас покажем, что взяли. Шанель. Тарас, да? Да, это в Потом- гардеробной. Сейчас. Сейчас, Это спальня 2. Спальню взяли себе. Спальню. 2. Потом кухня-гостиная 1. Светильник и 2 таких чередуются. Это над столом, да. И ванну, вот эти тройные подвесные будет. Вот. По-моему, ничего. Да? Да, ну дома еще посмотрим, да? Хотя Ну. я скажу, вот эти тоже крутые вообще. Вот эти которые есть. Вообще классно. Все, мы уже и обои выбрали. Это ужас. Это вообще невозможно было выбирать. Это, наверное, 2000 стоит. Как вы идут? Обычная десятка, да? Залезет. Вот это все. Смотрите, сюда можно поставить вот такие. Не знаю, хотели темный. Такого ничего не нашли. В основном все женское, да? Если, может, в другом месте что найдем. Да, и бра ему не нашли, в коридор бра тоже Брат ничего. очень все некрасивые, честно. Вообще. Да, может, закажем где-нибудь в интернете, посмотрим. Все, ребят, забрали. Едем. Пойдем. Дочь, что ты делаешь? М? Ты куда идешь? Ты куда пошла? Папа, и что ты там забрал? Что? Что там забрал? Я тут кое-что подарок на Малика. Бабушка куда поехала? В общем, кто не знает, наш подписчик Наталья, вот, она живет на Урале, и у нее гостили, я так понял, знакомые, может, родственники. В общем, они отсюда, с нашего района. Вот, и наш подписчик кое-что нам передал. Вот я не знаю, что это. Мы сейчас домой приедем и посмотрим, что там у нас такое. Вот. Ну, мне очень приятно всегда получать подарки от своих подписчиков, потому что это от чистого сердца. Вот. В общем, мы уже дома, и как хорошо, когда дома, это вообще классно на самом деле. Дорога выматывает, но особенно если еще едешь с детьми, то вообще. Конечно, на такие поездки хорошо, не знаю, ну,
С детьми тоже хорошо, но и без них тоже неплохо. На самом деле. Нет, с Тёмкой нормально, он уже взрослый, быстренько где-то что-то. И, в принципе, он, если устал, он может и в машине чуток, да, посидеть, отдохнуть. А Лерку так не оставишь. Вот. В последнее время она что-то в коляске вообще не это, да? Да, она вообще не сидит. Или сама ходит, да. А в конец она уже спать хотела, потому что она с утра проснулась в 5 утра. Мы с ней рано встали, в 5 утра. Вот. Поэтому, кстати, машину мы разгрузили, и все, что купили, мы покажем, наверное, в конце ролика, так что ничего не пропускайте, будет прям нереально круто. Так, и о подарке от нашей дорогой Натальи. Наталья, я все получу, громадное спасибо, от всей души принимаю. Честно, я не знаю, но там что-то мягкое. Что-то мягкое, все подумал, что там кот. Вот. Поэтому сейчас посмотрим. На самом деле мне не важно, что за подарок, что лежит. Главное, какой смысл он себе несет. Это самое главное, понимаете. Можно даже листочек подарить, как вот раньше, помните, сушили вот, в книжках, да? Вот. И кайфовали от этого. Вот. Здесь еще одна сумка. Ничего себе. О, смотри, это по-любому вы сами сделали, да? Смотри, бантик. Красота. В общем, человек, я так понял, увлекается шитьем, и это его хобби, да, он не профессионально этим занимается, поэтому, ребята, там, считаю, вам стоит это оценить, человек от всей души старался. Вот такая сумка классная. Сейчас посмотрим, что в сумке. Ух ты. Подушка. О, да, клево, подушка, там еще какие-то классные вещи. Сейчас, подожди, смотри, как запаковали. Это, я не знаю, лируськи, что ли? Ух ты, мама моя, от души. Наталья, вы моя дорогая. Смотри, это, я не знаю, тебе, наверное, да? Смотри. Представь, ну вот каждую бусинку надо продеть, каждую бусинку надо пришить, вот такую вставить, вот такую сделать. Это ободок, да? На голову, да? Ну не мне же. Классно, здорово, вообще зачетно. Спасибо громадное. И такие бантики, принцесса. Ну это лируськи, наверное, да? Угу. Классные. Ну вот на камеру, смотри. Это ручной работы. Клево. Угу. Вот такие. Это волосики пойдут, и мы будем чик-чик-чик-чик вязать. Екатеринбург основан, и вот такой магнитик. Вообще клево, класс, от души спасибо громадное. Клево, сейчас я открою. Мне никогда магнитики не дарили. Классно. Вот такой. Основан в 1723 году. Клево. Ну и сама подушка. Сама подушка. Смотри, сколько мягкая. Сегодня я на ней буду спать. Клево, смотри. Да? Это декоративно. Сколько материалов. И он весь разный, смотри. Здесь разные. Здесь вставки такие. От души, от души. Я чувствую тепло ваших рук, когда они это шили, создавали. Здесь вот ваша душа, да? Клево, здорово. Не, спасибо, Наталья. Спасибо огромное от всей души. На самом деле, прям вообще вот было очень приятно. Очень приятно вот за эти маленькие мелочи. Вот, спасибо громадное вам. Спасибо за ваши золотые руки. Вот, здоровья вам. Делайте, творите такие классные вещи. Вот, не знаю. Не, нам здорово, все понравилось. От души. Вот, это все хорошо, конечно, клево. Я сейчас возьму подушку и пойду отдыхать, пойду спать, высыпаться, потому что, ребят, уже увидимся завтра. Завтра чуток, наверное, еще немного поработаем. И мы вам все покажем, все расскажем, что да как. Вот, поэтому мы до завтра. Погнали. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, вы как уже все знаете, полы залиты, все хорошо, они сохнут. Я их, да, поливаю. Сейчас часто не поливаю, потому что солнечной такой погоды сильно нет. И, в общем, мне 1-2 раз в день вполне с головы хватает. Вот, в течение недели буду поливать. Чем займусь? Многие писали, чем же ты займешься? Чем же ты займешься? Ну, скорее всего, я займусь это отоплением, потому что погода нестабильная. Вот, был очень интересный вопрос насчет котла. Как ты поставишь котел, на бетон или на плитку? Я сначала сказал на плитку, а потом понял, что этого сделать я не смогу. Потому что если здесь я положу плитку, у меня нарушится рисунок. А рисунок плитки у меня пойдет с кухни-гостиной сюда в коридор, переходя в гардеробную. Вот, поэтому что я сделаю? Да ничего, я его просто поставлю на бетон. Плитка я там не буду, возможно, даже в котельной
в этом году облаживать. Внутри, да, я имею в виду. Вот. А сделаю это тогда, когда буду менять котел, это то бишь после весны, да, после заморозков. Вот здесь уже как бы, ну, что тут здесь 1 квадратный метр. Ну, если котельную считать, 2 квадратных метра, да. Вот. Поэтому я сделаю так, потому что, чтобы не было вот этих косяков, вы, наверное, меня поняли, если положить плитку, у меня рисунок, раскладка пропадет. Я не хочу потом что-то как-то подрезать, мудрить, я не знаю, все хочется уложить целым, вот, чтобы ничего не нарушалось. В общем, это не такая же сильная проблема, что-то тут, знаете, прям супер важное, вот. В этом ничего страшного нет. Сейчас, скорее всего, я займусь чем? Мне нужна вентиляция. Сделать мне вентиляцию, даже не вентиляцию, вентиляция у меня будет вот здесь, а выход под котел, вот, сделаю я вот тут, вот. Поэтому сейчас начну. Есть коронка 110, мне вполне хватит, в общем, сейчас сделаю. Вот. Ну и, соответственно, потом что у нас, конечно, буду делать проемы, дверные откосики вот здесь сделаю, здесь окно доделаю, ну и, соответственно, вот этот проем, видите, какой он некрасивый нужно будет. Ну и вот где прораб, да, прораб, что ты там, а? Что, а? Все нормально, работать будем? Красава, будем работать, а? Янтарный, тебя Янтарный все прозвали, а? Барян. Ну и, соответственно, вот это тоже проем, видите, да, какой он некрасивый, нужно будет его немного подровнять и потом, соответственно, заштукатурить и уже потом отшпаклевать все дела. Поэтому что? Да ничего, сейчас начнем, как всегда. В общем, что говорить, мы погнали.
Так, ну что, чуток попылили, чуток посверлили, чуток поразломали. И уже хорошо. Вот, так, что мы сделали? Самое основное, мы сделали выход под котел труб. Это раз труба и вторая труба. Вот. Соответственно, уже все есть, это прекрасно. Эти трубы мы запеним, но предварительно нужно сверху одеть колпаки, потому что у меня их сверху нету, чтобы дождь не лился, вот это все сюда не бежала вода, потому что мне здесь нужна, хотя зимой. Алло, ты куда? Что, проверка? Тоже зимой здесь прям текло, лилось, да и конденсат очень сильно от этих труб шел, потому что они, во-первых, не утепленные, ну и вообще они сделаны неправильно. Ну, по тем временам, может, возможно, это и правильно, да. Ну, сейчас так уже не делают, делают с отстойником, все как надо будет. Вот, потом что у нас дальше, Так, откосики тоже я подготовил, чтобы их заделать, нужно будет здесь все запенить. Не знаю, может тоже буду на пену монтажную сажать, посмотрю, как пойдет. Углы зачистил, чтобы потом сеточку завести, вот ее закрепить, чтобы в дальнейшем здесь у нас не получилась трещина. Обязательно, когда пеноплекс где-то утепляет, неважно, снаружи, на улице, внутри дома на углу пеноплекс вот у вас должен быть чем-то армирован. Армируйте сеткой и заводите за угол. То бишь все, вот здесь он будет крепко все красиво, вот, по фэншую. Поэтому здесь есть, все выбрал. Сверху тоже, вот видите, зазорчики оставил, все хорошо по бокам. Пеноплекс мы сделаем, соответственно. Ну вот эта часть мы тоже ее заштукатурим, но тут чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть. Вот. Поэтому... Под откосы здесь тоже я почистил, пену я убрал, здесь тоже, видите, зазор оставил для сетки, чтобы завести. И сверху тоже обязательно, потому что в первой комнате, когда я не заводил сетку, у меня в некоторых местах лопнуло, вот, мне это не есть хорошо. Так, дальше что у нас? Сделал я подрозетник, это под насос циркуляционный, вот, где котел будет стоять. И выключатель у нас. Выключатели у нас нестандартные, вот такие они квадратные, под них получается, да, коробочки. Поэтому чуток нужно будет с ними повозиться. Они не наши, я их заказывал на Алиэкспрессе. Вот, поэтому будет вот так. Сильно высоко, сильно низко выключатель я не опускаю. Вот подошел на вытянутую руку, да, раз включил, ну чуть выше, но не ниже, уже нагинаться не стоит. У меня рост в принципе небольшой. Поэтому удобно, раз, все, включил. Вот, поэтому что у нас, что мы имеем. Так, что сейчас займемся, не знаю, надо будет котел, скорее всего, вот этот зачистить, корпус егошний и покрасить, съездить, взять краску, покрасить, все его замонтировать. Соответственно, форсуночки наши все прочистить, горелочки, чтобы все было чистенько. Вот котел у нас, соответственно, промыть, обслужить, вот, потому что там всякой вот такой нехорошей штуки. Ну и собрать, все замонтировать, вот, и будет все отлично. Уже можно будет отоплением пользоваться. Вот, ну, соответственно, конечно, нужно будет еще трубу сделать и вывести, да, чтобы было куда угарные газы выходили. Это была маленькая рекламная пауза. Пойдемте. Кофейку выпьем, взбодримся и с новыми силами, как говорится, погнали мы. В общем, вам тоже приятного аппетита или чаепития, если вы пьете чай или кофе. Давайте дальше увидимся.
Кстати, работа работая, мы же забыли вчера показать. Приехали, на самом деле были уставшие, вымотанные, вообще просто, вообще нереально. Вот. Всего не снимали, потому что, ребят, на самом деле обои практически везде одинаковые, да? Единственное, только цены почему-то разные. Ну вот на базы заезжали. А так обои практически, ну, одни и те же, да, и смысл снимать одно и то же, как бы, ну, не видел, да. Вот, поэтому мы искали, и уже мы начали уставать, и уже, знаете, когда ты устаешь, ты говоришь, думаешь, идем, давайте уже хоть что-нибудь возьмем. Вот, и знаете что, на чем мы остановились больше всего на выборе, это обои под покраску, кстати, мы купили их, вот, мы не могли определиться, какие выбрать. Вот. Все-таки мы определились, выбрали, купили светильники. Мы, в принципе, уже их вы по видео уже видели, как они выглядят. В общем, это наши обои. Ну, не знаю, друзья, как вам передается или нет. Это, в общем, фактура здесь не очень сильная. Знаете, не хотелось какую-то сильную фактуру под какую-то, как сказать вам, ну, в общем, сильную фактуру не хотелось. Хотелось, чтобы стены, знаете, как красивались, чтобы не было, знаете, как... Красивались. В общем, интересный, смотрите, здесь вот такой маленький, как сказать, наплывчик, да? Как так сказать, да? В общем, на стенах увидите. По сути, когда мы их наклеим, вы вообще ничего не увидите. Вы увидите только белый красивый цвет, да? И по сути на стене они тоже так сильно вот этой фактуры нету, потому что не хотелось эту фактуру. Просто покрасил эти обои и все, да, вот белая хорошая стена, да. Ну, просто у нас акцент идет на пол, да, он у нас не светлый, поэтому мы хотели стены сделать светлые и... Обязательно, потому что, ребят, я не представляю, если вы стены сделаете темные, и я не знаю, я не буду не говорить, и недавно я кое-кого видел, у него были практически такая же плитка, как у нас, под дерево, и там были черные плинтуса, по-моему, или темные, да. Да, и серые стены, ну я вам скажу, это вообще кошмар. Я не знаю, может это кому-то красиво, но, ребят, ну... Оно... Нет, это видно было дорого, ремонт не дешевый. Ну, то есть... дело не в этом, но это просто темно, очень темно. Когда просто к белым, вообще к белому практически все можно подобрать. Ну, практически. И желтые цвета, там, я не знаю, и коричневые цвета. К белому можно, ну, все прям подобрать, да. Это вот самый такой ходовой. В общем, мы взяли... Это рулоны по 25 метров. Взяли мы 6 рулонов. 6 рулонов. Вот, поэтому я думаю, мы будем довольны. Ну, а что не будем? Белые? Белые, красивые, все. Я же говорю, по рисунку тоже не хотелось каких-то там вот таких узоров. Во-первых, знаете почему не хотелось узоров? Узоры нужно стыковать. А вот эти, ну, крапинки, да, они везде, да, их не нужно. Они рассеивать будут, да, понимаете, эффект. Потом мы приглядели в Лерыскину комнату вот такие обойки, посмотрите. Красота. На одну стену тоже. Серые. Серенькие такие, они не темные, вот, с такими звездочками. Плюс дополнительно к этим обоям мы будем еще их дополнительно украшать. Да. Будут декоративные красивые наклейки. Вот. И еще, это не вся будет Леркина, это только одна стена будет. Да. Другая стена будет другим цветом, да, это все будет сочетаться как бы, ну вот. Короче, увидите, да, тут как бы сильно не этот. Ну, это, сейчас коробки уберу. Это те же самые, ну, обои под покраску. Эти вообще весят нереально, вот эти рулон. Это мы взяли в коридор, ребята. В общем, они светлые. Они белые. Белые, да. И в них есть крапинки золота. Крапинки золота, но оно не такое, знаете, яркое золото, да? Совсем чуть-чуть, да. Да, совсем под полы мы... чуть-чуть. Когда вы увидите это на стене, это будет очень красиво. Опять-таки не на все стены, там у нас в коридоре... Да, коридор тоже будет не вся стена, одна часть будет обоями, одна часть будет сочетаться, скорее всего, с декоративным камнем под гипс, да, какой кладки он будет и еще, мы еще не выбрали, да, еще смотрим, потому что вчера у нас опять все поменялось в отношении... Кстати, что я хотел купить, хотели мы купить светильники, мы их не купили, было всего 17 светильников в наличии, мне, если честно, не совсем понравился свет, который они выдают. Я не буду все говорить, потому что мы еще сами не знаем, но мы вчера нашли эти люстры, они просто бомбезные. Реально, я вам так скажу, очень тяжело
подобрать в детскую что-то. Вообще детскую украсить, детскую сделать ремонт, ну нереально тяжело. Обоев нету, нету обоев. Да, все такое ляпистое, Ляпистая, прям яркое. ярко-розовая или с какими-то обычными рисунками, а что-то, знаете, сделать как бы, как сказать, приложить руку такую, можно сказать, дизайнерскую. Нету, ребята, вообще нету. Вот выбора обоев, я вам скажу, детских, ну, рулонов 20 и все. Ну, соответственно, вот эти маленькие обои 50 их никто не будет брать, сейчас уже их и не клеят. И там какая-то бумага сплошная. В общем, очень тяжело с этим получается, да. Те же, что меня разочаровало, это вообще просто, я не знаю, честно, я не думал, что мне, может быть, еще где-то есть, да, в городе Пятигорске, хотя там большие базы, нету бра. Нету нормальных бра, ребята. Бра какие-то, ну, опять с моей точки зрения, и Наталья согласится со мной, они ужасные. Они ужасные, как будто их делали еще лет 50 назад. И эти бра сейчас, если взять сейчас просто открыть сайт Алиэкспресс, да, Да. какие там брашки, ну нереально крутые брашки там продаются, вот реально, да. Я не думал, что мы не сможем найти бра, реально, вообще не нашли. И единственный, знаете, какой минус? Многие брашки, они сейчас идут под светодиодные. Вот. А у нас мы хотим поставить диммеры. Диммер это, то бишь, регулятор мощности, как вам сказать, потока света, можно так сказать, да. Вот, ярче и, ну, и светлее, да, вот. Поэтому под них идут лампочки обычные, либо накаливания, либо, ну, стандартные, да, которые вот раньше вкручивают. Поэтому светильники и бра мы вообще не взяли. Были круглые, но мы что-то передумали. В большей степени, наверное, я хочу квадратные, как в Сочи у нас были светильники, на потолочные точечные светильники, чтобы вы правильно понимали меня. Вот. Но не было, но мы найдем, и в любом случае там ничего там сложного нету. Друзья, вы видели в магазине, я показывал, что мы взяли на гостиную, и получается, мы взяли, чтобы вы понимали, да, по размеру, давай одну достанем, да, чтобы по размеру понимать. Какая она будет? Это будет самая большая. Самая большая будет чередоваться, скорее всего, большая и маленькая, да? И маленькая-маленькая, да? Но мы еще посмотрим. В общем, будет вот такая большая. Это навесной светильник. Здесь еще стеклянная штука. Вот такая, вот так. Вот она, вот. Видите? Вот так. Ну, в магазине вы увидели их. Вот. Возможно, вы по размеру не поняли, какие, да? Вот. Это будет над столом в гостиной вешаться. Вешаться это будет. Вот. Сейчас я положу. Распаковывать не буду, потому что смысла нет. И два таких маленьких. Но они тоже не маленькие, как бы вот такого размера. А вот размеры. 21 на 21 и на 32 сантиметра. Здесь 44 на 26. Вот 44 это, наверное, объем, 26 это высота. Вот. Это, в общем, в гостиную пойдут, не знаю, мне понравились, мне понравились, они черные, классические. Возможно, знаете, что мы сделаем? Ну, это еще не факт, да? Да. Мы, возможно, их перекрасим в белый цвет. Если кто-то сейчас скажет, ага, зачем вы купили черный? Я вам тоже скажу, что белых, ну их нету, вообще нету. Вот такого плана. Не, продавец сказал, что они идут матовые, и их легко можно в золото, допустим, если вам нужны, или... Ну, белый цвет. это одно, а вот в плане, ну это типа как лофт, да, вот сейчас беру, да? Белых, в основном идет черный цвет. белых, ребят, практически белых нету. Нет ни под заказ, никак вообще. Я вот честно был удивлен вообще. Поэтому, возможно, мы их сделаем белым Не, цветом. ну что там делать? Взял Ничего, 2 секунды. баллончиком все, и все будет прекрасно и красиво. Это же... Не, мы просто думали взять либо золото, либо белое, но не было вообще. Ванну мы взяли, вы видели, там тройные такие были купола, они были красивые. Вот такая красота присутствует с золотом, да. Ну, видео, ребята, вы увидели, тройные они нам, очень понравились они. Как и тройные, так и отдельно их можно повесить. Это будет ванна. Ну, в общем, потом вы все увидите. Вот их 3 штуки получается. Ванна еще будут точечные светильники. Да, еще будут точечные. Это, ну, это Наталья, это ее главная покупка. Франция. Это Шанель. Знаете, Ну, что, она вся в мне так пленке. классно понравилось, в каждой люстре лежит перчатка.
перчатка, чтобы, знаете, вот аккуратно все это взять. Все люстры на пульте. Все. Ну их всех, сколько? 2 штуки. Они на пульте регулируются, у них холодный. 2-3. Почему 3? Ну то не люстра, тоже как подвесные светильники. В ванной это не люстра? Нет, это не люстра, это подвесные светильники. Вот. Ладно. У них пульт, соответственно, теплый свет, холодный и, по-моему, яркий, да? Она в наклейках, все вы так, возможно, не Ну, поймете. я показывала. Ну, да, вы увидели, да? Ну, это будет в гардеробную такая. Наверное, будет красиво, я не знаю. Как мужчина, ну, не знаю, как бы, ну... Не, красиво, да, я не спорю, ничего, это Шанель, прикольно, круто. Если было больше, можно было больше купить. Я думаю, на гардеробная будет подходить, потому что гардеробная это все-таки больше, наверное, женское пространство, нежели мужское, да. Если бы это была какая-то личная комната, ну, например, Тёмкина, да, соответственно, конечно, мы туда такую бы не повесили, ребят. А так, по-моему, будет даже, да, будет классно, все круто, вот. В общем, это у нас люстра пойдет на гардеробную. Вот, и главный гвоздь наш, пойдемте, люстра наша в спальню. Если честно, я очень боялся ее вести, она уже просто была в сборе. Вот, ее вот так ребята все упаковали, но в принципе она все выдержала дорогу. Вы ее видели в магазине, ребят, она не маленькая. Она не маленькая, она тоже идет на пульте. Плюс ее здесь какой? Здесь 3D ночник есть. То бишь можно барашки вообще даже не вешать. Она не маленькая, посмотрите, она вот, если взять ее на всю эту, да, на спальню. Ну, у нас 10 квадратов, поэтому она круто будет, вообще нереально круто вообще. Вы видели ее в магазине? Ну, может, вот по объему посмотрите, вот я, а вот люстра, да, как она, какая она? Она не маленькая. Она не маленькая, вы свет видели, год гарантия на нее дают, ребята говорят, любая проблема, все меняем без проблем. Тут, ну, тут подключать ничего страшного нету, тоже удобно. Ну, сейчас, по-моему, на всех идут пульты. Идут пульты, удобно, ты лег. Не надо вам, ну, ты включил, к примеру, да, ее, раз, ее выключил, да, с пульта. Ну, просто напряжение на нее подал, лежишь в кроватке своей и кайфуешь. Не надо вам ходить и выключать что-то. И все, и здесь вот у нас... А, кстати, она еще работает от мобильного устройства. Да, да. Они все от мобильного устройства, от Wi-Fi, прикинь, работают. Ну, короче, вообще классно, ребят. Вот я же что хотел, сейчас, как сказать, вот наука, техника дошла до хороших таких приятных вещей, потому что я вот до этого хотел заказывать релешки Wi-Fi-шные, тоже, чтобы ставить на определенный свет, чтобы, ну, не идти никуда-то, чтобы раз, бах, и не этот. Тем более кто-то говорил, поставьте проходной выключатель. По сути, зачем его ставить? Мы мобильное приложение скачали. Даже не доходя до дома, чик, кнопку нажали, у нас свет загорелся в гардеробной, мы прошли, чик, нажали, он выключился. Классно же, здорово, ребят, согласитесь. Не надо какие-то тянуть провода, кабеля, вот, пожалуйста. Пульт даже не нужен. Мобильное приложение установили, вообще круто и здорово, да? Еще в гостиной так было, да вообще везде. Хотя сейчас многие дома обустраивают, ставят вот эти станции, вот эти, подключают к ним роботов, там, я не знаю, там все, прочее. К примеру, мне нравится, сейчас идут сплит-системы. Они тоже подключаются к мобильному устройству, к умному дому. В принципе, можно релешку Wi-Fi купить по интернету, приложение скачать. К примеру, вы жара, едете домой, чик, за минут там 15 нажали, сплит включился, у вас в комнате уже температура набралась. Классно, вы зашли, у вас уже прохладно в доме. Ну здорово же, согласитесь. Согласитесь, к этому и нужно идти, понимаете, модернизировать, делать удобнее. Вот. Поэтому, не знаю, как вам, покупки нам прям зашли. Мы не то, что вообще ехали за одним, а купили совсем другое. На самом деле, я даже не рассчитывал то, что мы купим обои, потому что очень тяжело. Тяжело подбирать. Я вам скажу, ну, как сказать, выбора очень много обоев. Там цветочные, вообще с блесками очень много. Там вообще, ну, реально очень много, ребята. Крутых обоев, но мы придерживались классики. Не сильно броские, вот, в спокойных тонах. В спокойных тонах, даже вот вы видели первый, где будет в коридоре, там вроде есть золото, но его совсем чуток.
чуток, да? Да, Что просто оно даже не бросается в глаза, тем более там будет сочетаться с белым камнем, и оно будет правильно гармонировать, да? Тем более вот эти блестки, они не сильно яркие, да, они больше даже к полам будут подходить. Да. Вот, короче, будет вот так все плавно, хорошо. Вот, что нам осталось? Нам осталось взять светильники точечные, ну опять, это же не к спеху, но нужно уже брать, в принципе, они кушать не просят, а цены растут. Насчет люстр мы все-таки, наверное, уверены, что мы в детский будем ставить Да, люстры. может, даже в коридор поставим, не знаю. Куда в коридор? Большой коридор. В общем, у нас планы, как всегда, меняют. Планы Барбаросса. В принципе, что у нас? Все нормально, так все есть. Плинтуса завтра поедем. Плинтуса, да, мы завтра поедем, посмотрим. Если что, мы их тоже закажем. Нужно будет посчитать по всему дому. Ну и потихоньку... И еще на Тёмкину комнату вот эти обои тоже надо посчитать у них. Да, потому что, смотрите, там у Тёмки, в общем, где будет его кровать, одна стена, мы ее хотим выделить. Мы ее хотим выделить, там кое-какой, возможно, не то что рисунок будет, ну, в общем, вы увидите, да? Просто не хочется просто обои наклеить, поставить кровать, и это будет как-то грустно, на самом деле. Ну, это будет обычно, на самом деле, правильно? Да. Ну, что не париться, нужно что здесь? Взять просто наклеить обои, правильно? Это же самый легкий вариант, да, правильно? Нежели подобрать люстру к какой-то части обоев, а к этим обоям нужно еще подобрать шторы, к этим шторам нужно еще шкаф подобрать, к шкафу нужно обязательно еще было подобрать стульчики, чтобы это все сочеталось. На самом деле, ребят, если это подбирать и все это сделать, это просто смотрится бомбовски, классно это смотрится, вот, классно. Когда ты идешь, с одной стороны, ты вроде смотришь, я, кстати, к желтым цветам как-то относился скептически. Но когда ты их правильно подбираешь, у тебя их и немного, и немало, да, вот правильно, да. В комнате они правильно имеют свою расстановку, да, вот нету, вот, как сказать, не давит здесь, не давит, там не давит, все классно, понимаешь, заходишь и кайфуешь, да. И когда ребенок зайдет и будет кайфовать от своей комнаты, это же вообще здорово. Но больше всего, наверное, Лерка будет кайфовать, потому что мы там, мы прям мимимишную такую комнату будем делать, прям я вам скажу, не знаю. А Тёмки, потому что самая сложная комната, мне кажется, это Тёме подобрать. Это самое сложное. Во-первых, все вы пишете, наклейте детские обои. Ребят, во-первых, он уже не совсем ребенок, он уже подросток, да, и как бы вот вчера мы буквально с ним перебирали там какие-то там, знаете, птички, там еще что-то, он говорит, пап, не, он смеется, да. Более какое-то мультипликационное, тоже как-то, знаете, вот что-то нужно где-то вот это поймать, потому что тяжело, он растет, и чтобы этого дизайна хотя бы ему хватило, я не знаю, ну на года 3-4, правильно? Вот. В дальнейшем постарше, конечно же, там стиль возможно поменять, но очень сложно ему сейчас будет сделать комнату, очень сложно. Хотя кто-то скажет, да просто поклейте обои и все, пусть идет. Нет, на самом деле хочется, чтобы кайфовал. Это же кайф, когда ты заходишь и в комнате отдыхаешь, кайфуешь. Это же вообще, это же называется по фэншую все. Так, вроде все, да, показали? Да, вроде все показали. Не знаю, все показали, смотрите сами, понравилось вам или нет, обязательно напишите, да, в комментариях. Да, все остальное будем заказывать по интернету. Что вы думаете, в общем. В любом случае, нам все понравилось. Главное, что, опять же, что нам понравилось. Вот. Но все же, я вам также скажу, что 90%, может даже больше, вы нас все поддерживаете. Вот. Та же плитка была, все прям, я не знаю, сказали, ура, это круто, здорово, классно. Двери вы тоже сказали классно. Ламинат очень многим понравился, я не знаю, как бы. Я думаю, кухня вам вообще зайдет. На самом деле, если бы была кухня-гостиная большая, еще бы квадратов 30 к ней прибавить, хотя бы 20. Я считаю, кухня-гостиная должна быть около 50-60. Это самое основное, это сердце дома. Сердце дома, оно должно быть громадное, должна быть большая кухня, барная стойка, островок большой стоять, громадющий диван, большой телевизор и места полно. Вот именно кухни-гостиной все и собирают, все, весь день все там проводят. Да, все. в спальне-то никто не заходит. Они Да, и поэтому, когда говорят, зачем такая громадная, я соглашусь, да, в спальне, возможно, не нужны такие большие громадные комнаты, потому что лучше сделать большую гардеробную.
Вот самые большие вещи какие нужны в доме? Кухня-гостиная, большая гардеробная, громадная. И большая ванна. Большая удобная ванна, да? Автоматизированная. Где все будет. Все остальное, спальные места, мне кажется, это не так важно. Будет, чтобы они были прям громадные какие-то. По-моему, смысла нету в этом. Я же говорю. Ну, я не знаю, как вы со мной согласитесь, нет, но это лично мое мнение. Поэтому я же говорю, если бы она была чуток бы больше, то, блин, вот, мы бы, конечно, кухню укомплектовали. Потому что, когда мы ходили выбирать, Наташа стала возле этого островка и все, как вкопанная. Она... Я ее оттащить не мог, а с другой стороны, да, это круто, ребят. У нас в Сочи был типа как островок, он же шел продолжение стола, и там же, ну, все модернизировано, да, мы сделали так, как бы подобрали. Кстати, это была моя идея. И на самом деле, да, островок сюда бы круто поставить, но мы будем вот так. Вот так, вот так, и диван, по сути, нормальный не поставить, и места не будет. А знать смысл какой, да? Поэтому, если вдруг мы соседи этот, как говорится, в дальнейшем выкупим, мы вот так стену сносим, вот эту гостиную, и увеличиваем ее сразу же на, ну, наверное, на 25-30 квадратов. Кухню также все назад переносим на стенку, ставим островок, и у нас вообще тут прям будет пир на весь мир. Ладно, я сейчас пошел переодеваться, скупаюсь и поеду в магазин. Возьму краску, баллончик, покрашу, замонтирую котел, и пусть он уже будет готовый, чтобы как бы раз поставил и все, он поехал. Вот, и в машине, наверное, мы с вами попрощаемся и закончим. Так, ну что, я уже все собрался в магазин, сейчас поеду. Куплю краску, приеду и покрашу котел, замонтирую, все его соберу, пусть он лежит. Готовый лежит, когда надо, мы его бах поставим, и все, и у нас тепло пойдет. Вот, заодно зайду, возьму хлебушка, пообедаем, мы подкрепимся и с новыми силами, как говорится, пойдем работать дальше. Вот, не знаю, ну вот было как-то так, мы съездили в город, купили кое-какие товары, нам все понравилось. Ремонт потихоньку продолжается, погода восстанавливается, это тоже не может радовать, но, как говорится, это не дает слабинку, чтобы расслабиться. Не-не-не, мы будем продолжать в этом же темпе, потому что на самом деле зима не за горами и осень тоже, потому что если моментально похолодает, ну будет так некомфортно, а у нас тут раз отопление мы включили и все прекрасно, все здорово, в общем. Так что такие дела. Не знаю, чем займусь, скорее всего, откосами. Ну, в общем, увидим. Скоро мы все увидим, да, и вы тоже увидите. Поэтому, мои дорогие, на этой хорошей нотке я буду с вами заканчивать. Прощаться вам от всей души. Желаю вам здоровья, счастья, любви, удачи. И пусть, как всегда, у вас все будет хорошо, мои дорогие. Надолго, как всегда, конечно же, мы не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока.